Добрый день, дорогие львы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп кармический на момент смены узлов знаков. И если последние 1,5 года кармические узлы были на оси Овна весов, то на ближайшие 1,5 года они будут находиться в знаках Рыбы, Девы. Да, скажу вам, мои дорогие, что для львов этот момент не просто так небольшого затишья, да, этот момент как раз-таки для того, чтобы сделать много, чтобы когда через 1,5 года кармические узлы войдут в знаки Водолей, Лев, для того, чтобы уже было много сделано, для того, чтобы были разрешены те вопросики, в которых вы не хотите разбираться, потому что кармические задачи, кармический гороскоп, вообще в принципе карма — это результаты наших прошлых действий. Да, все, что мы сделали, складываются в события, которые случаются с нами сейчас. И, естественно, если мы что-то не сделали ранее, значит, с нами это происходит сейчас или же будет происходить с нами в будущем. И это в прямом смысле причина следственной связи. Поэтому, ребят, все закономерности и моменты, вопросики, которые случаются с нами в определенный момент времени, мы можем на них влиять. Это правда, это так и есть. И я все-таки за то, что уж если мы пользуемся таким инструментом, как астрология, то, конечно же, необходимо нам влиять на свое сознание, на свое будущее и на свою жизнь. Ребята, я рассказываю этот гороскоп по декадам, 3 декады львов, поэтому если вы смотрите по Солнцу, то, конечно же, мое описание будет больше охарактеризовывать ваше личное состояние, страсть, настроение, движение вперед. Естественно, если вы живете по Солнцу, все события у вас случаются по Солнцу, то тогда, конечно же, вы живете полной грудью, дышите активно, проживаете все свои события страстно, и это самое то, самое оно. Если же вы смотрите это видео по асценденту, то тогда, ребят, конечно же, это будет влиять на ваши партнерские отношения, брачные отношения, общение с людьми, с коллегами, вообще, в принципе, с кем у вас есть контакт. И если же у вас все события в жизни случаются по асценденту, ну тогда здесь нужно немножечко задуматься, потому что, живя по асценденту, мы больше живем для других, нас больше задевает то, как мы проявляемся в этом мире, как нас видят другие. Конечно же, живя по Солнцу, настроение и эмоций больше, то есть вот эта страсть внутренняя есть на преодоление кризисов. Если же вы смотрите по Луне этот гороскоп, тогда, конечно же, мои характеристики будут говорить о вашем эмоциональном состоянии, потому что жизнь по Луне — это наши привычки, повадки, как мы любим проживать жизнь в расслабленном состоянии, особенно не напрягаясь. Вот такая вот история. Да, ребят, сначала расскажу информацию общую для всех львов, потом расскажу по декадно и в конце дам рекомендации для всех, как максимально комфортно и приятно прожить вот этот период времени, который случится с нами со всеми в ближайшие 1,5 года. И да, у каждой декады львов этот период будет разниться в прямом смысле, что хорошо для львов первой декады, то не совсем нравится львам 3-я декада. Уж такие аспекты, так складывается жизнь, такие задачи пока требуется решить от каждого отдельно. Это не говорит о том, что мы люди плохие, нет. Это говорит о том, что просто еще время не пришло. Пройдет какой-то период времени, и для львов другой декады наступит совершенно другой период, и это абсолютно нормально. Да, ребят, у нас 12 января кармические узлы переходят в знаки Рыбы, Девы. Продлится все это эмоциональное состояние, потому что Рыбы — это самый эмоциональный знак в зодиаке, да, естественно, самый депрессивный знак зодиака, самый творческий, самый душевный. И здесь уже, естественно, мы сами все прекрасно понимаем, что, возможно, задачки-то здесь будут не совсем легкие, не совсем простые, да. И, конечно же, у кого-то здесь будет настроение легкости, у кого-то творчество, у кого-то депрессивное состояние. Я всегда за то, чтобы отслеживать и понимать,
почему появилось депрессивное состояние. Поэтому здесь берите на карандаш все свои моменты, вопросики, в которых вы эмоционально не можете разобраться. Это будет очень такая полезная тактика на ближайшие 1,5 года. Кармические узлы покинут ось рыбы, девы 27 июля 2026 года, значит, они перейдут на ось водолей, лев. И да, дорогие львы, вот там начнется очень большой, очень сильный, мощный экзамен для вас, когда будут вскрываться все моменты, которые хотелось скрыть, все скелеты в шкафу, потому что рыбы — это тот знак зодиака, который любит максимально приврать. Это правда. Нелогичные какие-то секреты, потому что стыдно признаться. И мы все будем подвержены вот этому влиянию. Большинство, конечно, будет подвержены этому влиянию львы первой декады. Поэтому здесь, дорогие, не попадайте в этот иллюзорный мир, не создавайте себе хлопот и проблем, чтобы не было, я бы сказала, таких трудностей в будущем. Потому что все розовые очки, иллюзии и ложь вся вскроется, когда кармические узлы как раз-таки войдут в знак водолей, лев. И здесь, конечно же, будет не так все интересно, будет уже гораздо сложнее, поэтому постарайтесь в ближайшие 1,5 года прожить в состоянии максимальной честности. Эта честность поможет очень сильно и очень много достичь того, чего вам на самом деле хочется, потому что кармические задачи, они всегда от нас требуют именно не лопатой поди кидать, нет, ребят, это всегда наше эмоциональное психическое состояние, как мы в своей голове умещаем свои трудности, вопросы, которые мы не хотим решать, которые мы откладываем в долгий ящик. И я скажу, что для всех львов, для львов всех декад, именно ближайшие 1,5 года будет момент такого разрушения старой модели жизни. То есть многое, что было как раньше, будет не получаться. Вы мне будете писать в комментариях, что у кого-то уже разрушилось, кто-то находится сейчас в состоянии, что вся жизнь трещит по швам, у кого-то рушатся отношения, у кого работа. Как говорится, там, где тонко, там и рвется. И это не потому, что человеку плохой, нет, это потому, что просто пришло время наконец-то внести нечто новое, потому что мы все через 1,5 года войдем в мир, который ускорится еще сильнее. Это связано еще со сменой кармических узлов знаков, это еще связано с окончательной ингрессией Урана в Близнецы, и мир просто ускорится до невероятных каких-то скоростей, а мы все, неважно какого мы знака зодиака, привыкли жить в такой старой, стабильной модели легкости, немножечко такого пофигизма, наслаждения, радости, когда вот оно все легко и просто, казалось бы, да. Конечно, у большинства не все легко и просто, но все-таки мы ускоряемся, и мы совсем не хотим этого делать, особенно когда мы уже настроили, у нас все настроено, дома все отлично, работа работается, все хорошо, финансовый поток идет, как бы есть о чем задуматься, где отдохнуть, и вот это вот все. И тут врывается какая-то непонятная реальность и начинает все изменять, да. Поэтому, ребят, скажу, что здесь необходимо отнестись с мудростью ко всем изменениям для того, чтобы меньше, как минимум, штормило и не задавать себе вопрос, за что мне это, просто пора пришла подрасти. И да, для львов первой декады, конечно же, у львов первой декады это 100% новые проекты, 100% новая работа, 100% активность, 100% мощь, 100% движение. То есть здесь беретесь ли вы сами за новую жизнь, начинаете строить свой социальный статус, достигать в карьере нового уровня, которого не было у вас ранее. И да, старая модель будет разрушаться. Здесь еще не забываем, что Плутон делает оппозицию на Солнце у львов первой декады. Да, ребята, если вам кажется, что все, что с вами случается, чтобы вас сломать, нет, это просто проверка вас. Сможете ли вы потянуть новый социальный статус, либо же вы отваливаетесь и не идете наверх. Я, глядя вот так вот на аспекты, сразу могу сказать, что вы потянете. То есть не надо здесь малодушничать и говорить, я не смогу, я устал, я устала, это не для меня, это вообще все очень сложно, потому что все равно будет штормить.
Ну, то есть все равно будут какие-то помехи, все равно будут трудности, все равно будут в мире случаться катаклизмы, будут происходить погодные условия, изменения климата, все равно будет меняться вот этот вот фон, который снаружи, да, но вы должны прежде всего понять, что вы хотите от своей жизни. И для вас это, конечно же, ну, новый социальный статус. Новый социальный статус, совершенно другие деньги, совершенно другой круг общения, совершенно другая жилплощадь. Здесь очень хороший момент на ближайшие 1,5 года обзавестись новой недвижимостью, с которой у вас будут очень приятные ассоциации, и она не будет достигаться как очень что-то, нечто невероятное. Просто здесь нужно делать свой максимум. Да, захочется схалявить, захочется сказать: нет, я хочу вот чуточку, пусть мне сначала помогут, как-то вот оно само сложится, буду рассчитывать, что вот оно случится. Ребята, так не будет. То есть если вы поняли, что вы хотите много, то есть если у вас цель такая завиральная, да, то здесь вот прям четко себе скажите: вот я хочу и все, и прикладывайте свой максимум, и тогда все будет у вас хорошо. Да, нелегко, не в легкости, как сейчас популярно говорить и модно, нет. Обязательно разрушатся все старые принципы, устой. Нужно будет брать максимум, не только физически, но и психически. То есть привыкать к новым суммам, к новым деньгам, к новым обязанностям, к новым ответственностям. И это нормальная такая совершенно история, которая у вас впишется и проиграется очень даже хорошо. Но при этом здесь, конечно же, еще положительные моменты в личной жизни, любовь, отношения с вами параллельно будут случаться. Если вы решите пойти в усложнение своих отношений, обзавестись семьей, тоже прекрасное для этого время. Счастья вам желаю. У вас должно получиться хорошо. И, как говорится, будет у вас фейерверк событий, и это прекрасно. Но, конечно же, здесь нужно пахать. Вот просто такое слово, да, но зато быстро экономит время, и вам четко говорю, что у вас должно получиться. Если вы вот прям свои цели и желания пропишете, еще раз повторюсь, четко понимать свои цели, что вы хотите достичь, куда вы хотите прийти, и тогда, да, у вас должно получиться. Полежать, расслабиться, ну так себе, конечно, получится, но, по крайней мере, у вас будет вот эта страсть, азарт действовать и идти вперед. И это была информация для львов 1-й декады, а сейчас львы 2-й декады. У вас, ребят, конечно же, вот если вы смотрели сейчас информацию про львов 1-й декады, у вас немножко поскромнее сейчас пока. Не говорит о том, что я как-то вас не люблю, нет. У вас, конечно же, львы 2-й декады, сначала нужно подрасти до всех этих событий и разобраться с просто невероятными какими-то страхами, которые у вас сидят, в которых вы не хотите вариться, разбираться. И здесь будет это сделать очень сложно. Будет эмоционально штормить, вы будете ощущать себя как капризный ребенок, когда вам хочется, но вы понимаете, что вы сами себе противоречите. И это такая нормальная история, когда вот вы все-таки решили идти в свою жизнь, в свое развитие, усложняться, что вы задумали себе нечто грандиозное, а это увеличение социального статуса, то есть это обретение семьи, любовь, это совершенно другие деньги и суммы, то есть это масштаб вашей личности, вашего развития, социального развития. То есть и здесь именно упор нужно сделать на социальное развитие, на популяризацию своей личности. И это такой не ход конем, это та необходимость, которая вам на самом-то деле нужна. То есть такая яркая известность. Но при этом здесь, конечно же, будут такие отягощающие моменты в виде ваших страхов. То есть нужно просто четко понять, что у вас сейчас в жизни этого нет, потому что вам страшно. Вам страшно дойти до определенного уровня, потерять семью. Либо же вам страшно не потянуть эту ответственность. Либо же вам страшно потерять эти суммы. Либо же вам страшно потерять себя в этих отношениях. Ведь многие не идут в любовь, в брак, в развитие своей семьи, да, когда появляются дети, потому что боятся потерять себя, боятся перестать центром своей собственной вселенной. И это такая очень большая история своей гордыни, своего эго, амбиций. И здесь просто нужно понять одну такую маленькую, простую, но такую сложную хитрость. Вы себя не потеряете, если вы не захотите себя потерять. Просто любви, счастья и радости в сердце станет больше. И львам это просто необходимо. Просто необходимо вот эта вот такая вот
мощь, активность, яркость. И здесь, конечно же, связаны очень сильно эти истории ваших страхов с родительско-детскими отношениями. Покопайтесь в отношениях своих родителей, поймите, почему вам сложно раскрывать свое сердце, потому что раскрытое сердце дает вот прям большой масштаб для развития личности. Хочется не просто семью, детей иметь, хочется кем-то стать, очень таким важным в этом мире, чего-то достичь, хочется узнаваемости. Чтобы это не была та узнаваемость, которая, знаете, вот я хочу быть очень известным и популярным, это очень такая распространенная история у львов, чтобы меня любили. То есть недолюбленные детки очень часто хотят вот эту историю во взрослом возрасте. И здесь нужно понимать, что когда это не на боли построенная история, говорит о том, что у вас не будет отката. То есть вы закрепитесь на том Олимпе, к которому вы идете, вы и в семье останетесь любимым и счастливым, и у вас не будет вот этих всех трансформационных историй любви, вот этих вот абьюзивных отношений со страданиями, с болью. Зачем оно? Нужно понимать, что вы просто в какой-то момент времени вот с этим наигрались, вы это прожили, а сейчас вы хотите это сделать от максимальной любви к себе, к своим близким. И хочется, вот если вам хочется вот такого масштаба известности, да, своей личности, тогда стройте это на гармоничном счастье, не для того, чтобы вас вот эта энергия вышибала, а для того, чтобы у вас был такой стабильный рост. Да, не сразу прям сейчас быстро и молниеносно. Нет, ребят, у вас так не будет, у вас к концу периода смены кармических узлов, да, то есть это уже будет история 2026 года, у вас тогда получится вот эта история вот этого масштаба. Но к тому, чтобы это случилось в 26-м, это нужно сейчас настроить вот эту всю историю, разобраться в своих страхах, то есть уже нужно эту историю начинать прям серьезно в ней вариться и понимать, чего вы хотите. Поэтому здесь четкий план на ближайшие 1,5 года, ребята, это что вы хотите сделать, что вам для этого мешает, смыть все иллюзии, понять, что вы хотите для этого, не рвать отношения ни в коем случае, потому что из-за страха, потому что не захочется пойти, вот как раз-таки раскрывать свое сердце, можно сотворить столько дел, которые потом будут вам очень сильно мешать. А здесь очень важная история раскрытия своего сердца. Для львов второй декады очень такой важный момент, который не смогли, к сожалению, либо очень сложно проходили эту историю ваши родители. На этих эмоциях родились вы. И, конечно же, вам это просто с аспектами передалось в натальной карте. Поэтому настройте у себя нотки вашей души, чтобы в 26 году у вас вот уже все заиграло в вашей жизни совершенно другими красками, и пришло то семейное тепло, любовь и масштаб в семье, и тот социальный статус, и то самое любимое семейное гнездышко, которое вы хотите, в том числе, и та самая работа, которая вам будет нравиться. Неважно, возможно, она будет маленькая, маленького масштаба, но вы будете там звездой себя ощущать. Либо же это будет большой масштаб, и вам там будет комфортно, и вы будете говорить, немножко скромнее, я по чуть-чуть иду к своей цели, и это тоже будет хорошо. Здесь главное найти свой вот этот вот темп максимально комфортным и не делать под эмоциями, чтобы энергия шарашила. А вот уж кого энергия шарашит, так это, как говорится, у львов третьей декады. Здесь, конечно же, да, ребят, у вас, я знаю, вы знаете, у вас на данный момент сейчас максимальный шторм, и это события, которые связаны в том числе и с Ураном, да. Здесь, конечно же, отваливаются все старые модели, хочется максимально свободы, ощущение, что вас никто не понимает, на работе непонятно, что случается, аврал, не получаются дела задуманные, не получаются отношения, как будто все идет не так, как надо. То есть можно характеризовать это штормом, разрушением работы, брака, в том числе. На фоне этого всего хочется свободы. Скажу вам так, ребят, что вот эта история всегда случается
когда мы максимально очень долго не даем себе жить, как нам хочется. Вот начните просто жить, как хочется вам, при этом не разрушайте связи. Конечно же, это получится малоэффективно. Постарайтесь в отношениях, если отношения в вашей семье уже долгие, сложившиеся, вас со второй половинкой много связывает, постарайтесь больше разговаривать. Больше разговаривать, доносить информацию, говорить, что вам хочется, не пылить как уран, вот так вот мощно и агрессивно, да, сметая все на своем пути, или просто захлапывая дверь и выходя. Нет, постарайтесь разговаривать, потому что все вот эти нестабильные истории решаются как раз-таки абсолютной стабильностью. То есть, когда вы разговариваете, когда вы говорите, что вам эти отношения нужны, но у вас полный спектр чувств и эмоций, когда вам хочется все крушить, потому что все случается не так, как вам хочется, нужно запастись терпением. Этот момент времени пройдет. Он однозначно пройдет, но при этом нужно начинать максимально жить как хочется. То есть начинать внедрять в работе все, что хочется, либо менять работу на ту, которая будет вам максимально нравиться. В любовных отношениях выстраивать отношения как хочется вам, естественно, общаясь со своей второй половинкой, чтобы у каждого было ощущение, что нам здесь легко и комфортно. Это, конечно же, труд. Когда там говорят, вот кому-то повезло, отношения классные. Ребят, да ничего подобного. Отношения такие, потому что люди над ними трудятся. Да, это история большого труда, эмоционального труда, когда мы договариваемся там, где, казалось бы, договориться уже нельзя. Да? Поэтому строим отношения, строим свою любовь. Вы меня спросите, ну придет ли когда-нибудь мир, устойчивое настроение и финансы, и стабильность? Ребят, ну придет. Придет. В 2026 году оно к вам все придет, но здесь необходимо максимально со своими эмоциональными качелями разобраться. И это ни в коем случае не говорит о том, что вы человек плохой, просто вы очень много времени жили не своей жизнью. И поэтому сейчас штормит. Отваливается та работа, которая как чемодан без ручки, носить уже тяжело, но выбросить жалко. Просто нужно начать с нуля, и это пугает, это очень сильно пугает. И если вы находитесь на стадии развода, то есть вы уже прям четко поняли, что в этих отношениях у вас финал, тогда здесь просто постарайтесь максимально человечески выйти из этих отношений, особенно если у вас есть дети. Постарайтесь максимально остаться в хороших отношениях со своими бывшими и ни в коем случае не бросайте детей. Ни в коем случае максимально поддерживайте, максимально выстраивайте время. Это называется не помогать финансами. Это называется 50/50 вкладываться в результат своего физического труда. То есть человек, который родился от вас, это ваша стопроцентная копия с вашей второй половинкой. И необходимо сейчас в равных, я бы так сказала, моментах уделять достаточно не просто финансовой стороны, да, просто спонсировать, но еще очень важно еще и время вместе проводить, вкладываться в воспитание. То есть здесь еще моральные, этические нормы, и это труд. И может быть, возможно, если вы захотите жить честно, красиво и вот с таким масштабом, которым вы идете, да, вот честь по чести, как говорится, да, возможно, вам уже и не захочется из этих отношений выходить, потому что следующие отношения будут точно такими же, как те, из которых вы выходите сейчас. Поэтому подумайте, возможно ли вам уже не нужно будет, не захочется сидеть там на 2 стульях, потом выбирайте тот, на котором вы уже сидите долгое время, для того, чтобы выстраивать эти отношения просто потому, что есть ответственность. И тогда через год-полтора вся ваша вложенная ответственность и терпение, вот в этот эмоциональный шторм вам все вернется. Карма поступает именно так. Оно приходит. И будут и деньги, и средства, и на развитие, и на желание, и на эмоции, и перестанет так штормить, и будет все хорошо. Но необходимо начинать жить честь по чести, с масштабом, с активностью, как хочется. И здесь, конечно же, присматривать за близкими своими, потому что лев — это знак зодиака, который без семьи ему сложно, без второй половинки и без детей. Для львов, вообще сейчас говорю, всех декад, то есть лев — это тот знак зодиака, которому нужно максимально, чтобы его окружали его маленькие копии. То есть если у льва нету детей, это сложная история для раскрытия личности. То есть
У львов всегда масштаб и успех финансовый, популярности, называйте это как хотите, приходит всегда с рождением детей, потому что это такая маленькая большая гордость, что рядом ходят мои копии. И это почетно, это очень классно, это очень хорошо, поэтому я, дорогие львы, вас все-таки настраиваю на то, чтобы вы понимали, что все будет хорошо. И да, в конце июня, в начале июля Юпитер входит в знак Льва, и уже начнется совершенно другой масштаб всех ваших развитий, Лев первой, второй, третьей декады. И уж что к тому моменту вы в своей жизни сделаете, это начнет только увеличиваться и увеличиваться многократно. Поэтому постарайтесь как можно больше построить в эти 1,5 года. Без иллюзий, честно, максимально плодотворно, максимально продуктивно. Да, у каждого свои качели, но это не говорит о том, что вы не справитесь. Штормит, возможно, для того, чтобы максимально выбить старую модель развития, которая уже не приносит тех плодов, которые бы хотелось. Дорогие львы, я вас благодарю за то, что вы просмотрели это видео. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях, при этом оставляйте дату, время, место рождения и ваш вопрос. И я посмотрю именно вашу натальную транзитную карту и дам дельный совет именно вам. Поэтому, ребят, желаю вам успехов и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.